Ну, во-первых, что объем улья должен соответствовать силе пчелиной семьи и еще иметь где-то запас процентов 20. Не должен он быть вплотную, это первое. Ну и второе, как коллега наш вчера говорил, что расплод на 12 рамках находится. Это тоже не должно такого быть. Это вы побуждаете пчелу или менять матку, или войти в роевое состояние. Вы путем того, что вы даете возможность матке бегать по всему улью, вы провоцируете сами роение или замену матки. Матка как сеет? Она же вам не сеет, допустим, на первом соте, потом побежала на третий, на четвертый, потом на шестой. Она так не сеет. Матка сеет по спирали. Она берет первый сот, делает спираль внутри сота, потом переходит на этом же соте на другую сторону, делает такую же спираль и немного больше, потом возвращается на этом же соте на противоположную сторону. И так получается в зависимости от того, какого качества у вас соты и допустим, сколько вообще, как он пригоден для яйценоскости матки, для засева. Но обычно нормальная матка где-то там проводит 3,5 дня, 3,5 суток. И потом она переходит уже на следующий сот. И так она постепенно сеет, сеет и сеет, все по спирали. И к концу, допустим, 21 дня, 20-21, почему? Потому что, как в литературе написано, что пчелы выходят на 21 день. Ну, сейчас такое наблюдается, выходят и на 20, и на 21, так что здесь не угадать. Ну и будем так судить, что где-то к концу 21 дня матка должна вернуться на тот сот, который она начала в первый день засевать. То есть выходит расплод, и матка туда сеет. Пчелы чистят, и она обратно его засевает. И обратно получается, повторяется все, как и было. Первый, потом второй и так далее. Если у вас гнездо не соответствует яйценоскости матки, а растянуто, матка, допустим, может 7 сот червить, а вы дали ей волю на 8 рамок, то есть она в конце 8-го дня, в конце этого сота, когда она его уже засеяла, возвращается на свое место, а там уже пчелы решили, допустим, заполнить этот сот или пергой, или напрыском. Все, матка начинает себе искать место. Она подходит до второго сота, но второй сот еще не начал лупиться. И она начинает бегать по улью и ищет свое место, куда ей засеять. Вот из-за этого неразберихи, и все, и матка теряет свой и темп, она теряет. А еще не дай бог, что большее будет количество сотов, то матка, возвращаясь к тому соту, где она начинала червить, сот этот занятый. И может быть так он занятый, что она перейдет на другой сот, и получится у нее где-то будет барьер между расплодом, допустим, который выходит, и расплодом личинок, какой-то будет барьер, или перговой, или медовой. Все. Некоторые породы маток не переходят через, допустим, медовый барьер или перговой барьер на другой сот. А с другой стороны, получается, у вас на том соте еще личинка есть. То есть автоматически гнездо делится уже пополам из-за того, что у матки было очень много сотов. Все, матка сеет в одной половине гнезда, а в другой пчелы себе уже на яйце этом пошли, допустим, тянуть маточники. То есть гнездо как бы так разделилось. Вот вам и получается, маточники тянут. Для чего тянут? Смотря какой маточник. Пошли они роевой тянуть, свящевой, хотя даже со свящевого маточника пчелы могут зароиться.
Как говорится, в литературе этого нет, но это есть. Гнездо поделено пополам, все, получается, уже будет 2 матки. Или просто-напросто они старую матку грохнут, у них будет молодая, потому что они посчитают, что старая матка не в силах содержать гнездо. Хотя она-то в силах, мы просто не сделали ей условия. И получается, или будет одна матка новая, или просто-напросто семья разделится и будет рой. Да и все, тут ничего такого. Даже это самое, вот переворачиваете, вы берете, смотрите, вытаскиваете с центра гнезда рамку с расплодом, вы ее переворачиваете, ставите назад уже не так, как она стояла, но в свое место. Вы тоже нарушили уже. Это кажется ерунда, там все равно там матка этот сот, допустим, за 3,5 дня засеяла. Но перевернув ее, вы нарушили ее уже ритм, как она идет по спирали. Там, где, как она думает, расплод должен выйти, я там должна сеять, оказывается, нет. Там расплод выйдет, там, допустим, позже на 1-2 суток, допустим. А тот расплод, который выходит, он находится на другой стороне сота. Все, то же самое, там расплод выходит. Пчелы забили пергой или напрыском. Блин, и вот это с каждым разом так получается, и семья просто войдет в роевое состояние или заменит матку. Нельзя, трогать гнездо вообще нельзя. И расширять сильно нельзя гнездо. Надо, чтобы матка чувствовала свои пределы. Вот ей дали, допустим, 6 рамок, 5, 7, смотря какая матка, как она будет сеять. И, как говорится, ни цента больше.